Нифига себе. Да. Дмитрий Павлович, может, вам уже хватит? Попариться не дает. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Добро пожаловать на канал ДП Labs. Сегодня мы продолжим цикл серий про нашу титановую кибитку. В этой серии вы увидите изготовление тормозной системы, испытания на нагрузку, испытания на скорость и много еще всего интересного. Ну что, продолжаем? Шестую серию мы начинаем с изготовления тормозной магистрали. Значит, уже установили шланчики, закрепили их. И теперь, собственно, изготавливаем трубки. Берем обычные вазовские трубки, обрезаем их по размеру. И сейчас покажем, как мы их заклепываем, развальцовываем, так сказать. Вот мы, собственно, подготовили трубку. Такой вот у нас гидравлический завальцовочник. И, собственно, вставляем. Вставляется трубка в зажим. Зажимается. Так вот. На выходе готовая трубка. Можно ставить. Господа, давайте я вам покажу, что изменилось с предыдущей серии. Ну, первое и главное, мы сделали наконец-то тормоза. Из-за этого был возможен текущий выезд. Вот стоит у нас тормозной цилиндр, красивые трубочки. Сами все перевальцовывали. У нас оказался вальцеватель как хороший. Тормоза прокачаны. Вначале, так как задница это довольно-таки легкая, хватает задницу, когда она не груженная, потом передок. Но при загрузке все равномерно тормозит. Также мы разобрались с педалью газа, настроили ее как надо, потому что там, ну, грубо говоря, неправильные параметры были, неправильный вольтаж. Также разобрались с контроллерами. Реально, один контроллер был в реверсе, работал только на 20-25% мощности. Теперь буксует, шлифует оба колеса по возможности. Также сделали кузов. Вот каркас кузова. Временно пока прилепили алюминиевые листы, ну просто мало клепок, потом еще получше подгоним. Но в принципе кузов будет примерно выглядеть так. Здесь будет открывающийся борт. Здесь 0,8 куба, ну, вполне нормально. Вот попробуем загрузить в этот кузов килограмм 300-400 и посмотрим, что с этим будет, что с этим станет. Также сделали сход-развал, потому что в предыдущей серии, когда мы ее испытывали, если отпускать руль с вывернутыми колесами, они на место не вставали, и машинку чуть-чуть вело. Ну, сейчас проверим, но предварительно уже едет все хорошо. Приступаем к натурным испытаниям. Вот, нам надо понять грузоподъемность, кое-что отработать. Нагрузили, вот, сделали по времянке пока кузов, но он такой будет, но немножко не доделан. Объем, сколько здесь объем? 0,8 куба. Попробуем загрузить в пределах 300 килограмм. Коль, продемонстрируй, что мы не обманываем. Это блоки из тяжелого бетона, ФБС-ки. Вот весы. Вот. Ну вот. Ну, 29 килограмм. Итого 290 килограмм живого веса. Сейчас мы попробуем заехать на высокий подъем, который у нас самый здесь есть. Если оно заедется нормально, то, я думаю, мы откажемся от полного привода, потому что на самом деле он здесь ни к чему. Также, как мы видим, клиренс не низковатый, сантиметров на 7, постараемся его увеличить. Ну, приступим к испытаниям. Видите, я надел шлем для безопасности. Мы же топим за безопасность. Вначале с разгончиком. Вот сейчас проведем дикие испытания. Теперь 400 килограмм и сходу в подъем. Это, ну давай. Сядь на крышу. Не надо на крышу. Коль, держи, блин, рука. Держись, Колян. Видишь, она, ну, я вот не в пол еще, но вот в пол, ну вот разгоняется. Давай вот отсюда попробуем, здесь подъем побольше. Ну, давай. Ну, тяжеловато, но разгоняется. Едет же, Колян? Да. Нормально. 400 кг.
вообще валит. Ну что, господа, вам сказать. Пока едет, и рама у нас не вся еще проварена, половина на прихватках. Ну, вроде все держит, пока ничего не сломалось. Ну, потом заварим, сейчас чисто так. Proof of concept. Будет работать или нет? Ну что, поехали вот по этой дорожке. Сейчас по узкой. Там дикий подъем будет. Я не знаю, возьмет, не возьмет. Вряд ли, конечно, но может и возьмет. Хотя пустая-то возьмет, а четвераек вообще нехрен делать, пятером возьмет. Ну, поехали. Интересно, ща. Ну что, господа, нам показал тест. С 300 килограмм, вот довольно-таки крутой подъем. С разгону идет, ходом не идет. И когда ходом не идет, двигатели безумно греются. Мы вот здесь думаем, что да как. Один из вариантов поставить мотор, колеса, мощи. Ой, киловатт по 6, хотя бы по 8, тогда точно поедет с 400 килограммами. Второй вариант поставить два двигателя с дифференциалами, как на четверяйке. И мы вот сейчас проверим, сможет ли четверяйка с полной нагрузкой и с Коляном до кучи, и со мной тоже потянуть эту машинку. Мне кажется, сможет, потому что у нее редуктор такой приличный. Ты только не газуй. Да не, как нехер делать. Ой, блин. Ой. Едем. Ну сколько у нас сейчас вес? У нас где-то... Ладно, ну так вот здесь поставим. Сколько? 700. А говоришь, не потянет. И то у нас, на самом деле, этот мощнее может, у нас ограничение потока в келе. Это не этот. А сейчас, кстати, он нагрелся или нет? Слушай, ну тепленький, но не сильно. 700 килограмм. Это лютый тягач. Вчера мы проводили испытания на грузоподъемность и тяговые усилия. Об этом результаты этого обсудим позже. Сегодня мы хотим провести скоростные испытания нашей кибитки. Будем ее проводить вот на той вот дороге, ведущей в соседней деревне. Там очень редко ходят автомобили. Я думаю, мы никому не помешаем. В качестве испытателя был быть Николай, но мы ему сообщили об этом вечером, и почему-то у него ночью срочно появились дела за 2000 километров отсюда, и он уехал. Николай, мы это тебе припомним. Ни хрена, 49 километров в час максимум пока. Ладно, поехали на точку съемки. Парни, здесь еще из-за того, что не видно ни хрена, и у нас первая авария, короче, я из Берези, и там крэш сильно. Чего? Европротокол или гайцов вызываем? Или на месте, может, договоримся? Ладно, давай отъезжай. Ну что, господа, подытожим. Как вы видели, максимальная скорость 71 км в час. На такой скорости она рулится очень легко. Вроде по рулетке выставили сход-развал, колеса стали возвращаться на место, когда отпускаешь руль, едет ровно, если отпустить руки. Управляемость вполне достаточная. По поводу грузоподъемности и тягового усилия. Но вот вчера пробовали, в основном, в принципе, хватает по всем дорогам 340 килограмм. Но двигатель
двигатель уже в напряге. И вот если у нас, как вы видели, один крутой подъем, с места в него не едет. Но мы решили заменить мотор колеса на более мощные 8 или 12 киловатт в номинале, или там 16 или 24 киловатта в пике. Я думаю, они где-то придут нам в течение месяца. Поменяем, посмотрим, что будет. Аккумулятора хватит. Ну, придется еще заменить контроллеры. По поводу грохота, который вы слышали, это на самом деле сзади листы в кузове приделаны на 4-5 клепок. Это временно. Естественно, когда все доделаем, оно греметь не будет. Ну все, господа, я пошел отдыхать. Пока! Ага. Хорош газон портить, ироды. Ну и обратно. Грузили в него 400 килограмм, это 300 килограмм блоков. Что? А это начало еще только. Да ладно, мы ничего не грузили. Господа, сыкотно, все в говне, в грязи. Ну ладно, надо же испытывать. Ой, погнали. Так, где у нас тут задняя, которая клинит? Паримся. Хорошо. Да. Дмитрий Павлович, может, вам уже хватит? Ну, опять попариться не дают. Ладно, что, снимаем? Да. Хорошо. Мы будем ставить двигатели на 8 либо 12 килограмм номинала. То есть там почти 24 килограмм в пике. Ой, не килограмм. Сейчас. Я пошел в свой новый домик. Нет. Так, что еще нам надо? Да все. Ну, все.